С этим топом лучших игр на телефон ты забудешь о нужде подключения к интернету. И неважно, в метро ты в лесу или не платил связь, или экономишь гиги, все равно ты сможешь поиграть. С вами Дитрих ТВ, и мы начинаем. Открывает нашу подборку топа лучших игр на Android без интернета West Gunfighter. Ковбойская шляпа, револьвер и верный скакун станут вашими неотъемлемыми союзниками в экшене West Gunfighter, в которой вы проникнетесь атмосферой Дикого Запада. Свобода действий позволит воплотить любую историю, не обязательно быть добрым ковбоем, что ловит преступников, ведь никто не мешает стать легендарным бандитом, который убивает невинных. Осуждаю. Игра также похвастается разнообразными локациями, обилием оружия, сюжетными второстепенными заданиями и тематическими мини-играми. Если вы искали GTA в духе Дикого Запада, или эта тема вас как минимум интересует, то мимо West Gunfighter проходить не стоит. Идем далее по топу лучших игр без интернета, здесь у нас Eternium. Eternium позволит вам вспомнить классические экшен-РПГ, что были пройдены на старых компьютерах, или же прикоснуться к этому увлекательному геймплею. И действительно, тут все по классике, создаем героя и отправляемся в приключения по фэнтезийному миру, попутно прокачиваясь, надевая экипировку получше, сражаясь с монстрами и проходя одно сюжетное задание за другим. Стоит отметить систему заклинаний, которая подразумевает рисование магических знаков на экране. Если исключить некоторые онлайн-функции, от которых никак не страдает геймплей, то Eternium можно полностью пройти без интернета. Более атмосферной и расслабляющей игры, чем Alta Odyssey, на просторах Google Play вы вряд ли найдете. В этом приключенческом симуляторе вы прокатитесь верхом на деревянной доске по бескрайним пустыням и заброшенным цивилизациям, совершая зрелищные трюки. А также вы будете наслаждаться успокаивающей музыкой, поразительными фоновыми пейзажами и так далее. Мало того, что не требуется подключение к интернету, так еще и отсутствует донат, а сама игра бесплатная. Думаю, этих аргументов будет достаточно, чтобы вы обратили внимание на проект. Ставим лайк, идем далее по топу лучших игр без интернета. Новое наследие. Это сиквел одного из лучших научно-фантастических мобильных шутеров. Он позволит вам не только участвовать в динамических PvP-баталиях в онлайн-режиме, но и проходить сюжетную кампанию. Она состоит из 19 насыщенных уровней. Причем, в отличие от битв против других игроков, сражения с ботами здесь доступны даже без интернета. Также игра может похвастаться огромным арсеналом оружия, уникальными персонажами и стильной футуристичной графикой. School Towers. В этой фантазийной Tower Defense вы сможете не просто расставлять башни вокруг своей базы в ожидании волн врагов, но и лично отправиться сражаться, вооружившись верным луком. Такое сочетание классической Tower Defense с шутером берет лучшее от обоих жанров и дарит вам, братюни, абсолютно уникальный геймплей. Он выгодно отличает проект от множества однотипных Tower Defense и экшенов. Space Marshals 2. Стилистика космического вестерна, прославившая в свое время сериал Firefly, пока редко встречается в играх, особенно в мобильных. Space Marshals 2 достойно исключения из этого правила. Здесь нам предстоит отправиться на самые отдаленные задворки галактики и привлечь к правосудию самых конченых космических головорезов. С точки зрения геймплея, проект представляет собой классический топ-даун шутер с возможностью прохождения в стелс-режиме. Далее по топу лучших игр на Android без интернета расположился Blazing Sniper. В этом мобильном шутере вам предстоит сражаться с ордами зомби и людей-предателей, чтобы дать человечеству надежду на выживание. Для победы в миссиях придется активно использовать укрытие и тщательно целиться в каждого из противников. Несмотря на не слишком современную графику, игра может похвастаться большим разнообразием оружия и уровней и динамичным геймплеем. Non-Stop Knight. Этот проект относится к жанру кликеров, пик популярности которых пришелся на последние несколько лет. В этом году такие игры уже не столь актуальны, как раньше, но Non-Stop Knight заметно выделяется из ряда подобных проектов, поэтому заслужил попадание в этот список. Игра отличается огромным количеством контента. Вы сможете не только прокачивать своего героя и добыть для него улучшенный шмот, но и обзавестись домашними питомцами. К тому же, в отличие от других кликеров, вы всегда можете увидеть прохождение вашего персонажа вживую. Процесс в игре оформлен как зачистка огромного подземелья в духе классических РПГ.
Defense Zone 3 HD. В этой футуристической Tower Defense с видом сверху вам предстоит защищать свою базу от вторжений многочисленных противников. Для их уничтожения вы сможете использовать различные турели и активные способности. Залогом успеха, как всегда, будет грамотное размещение турелей, выбор наиболее хорошо сочетающихся между собой веток апдейтов и применение обилок именно в тот момент, когда они будут наиболее полезны. Далее по топу лучших игр на Android без интернета расположилось «Падение вампиров. Начало». Это тактическая RPG сильно отличается от всего, что мы привыкли видеть в мобильных играх. Здесь нет пресловутого счетчика энергии или типично мобильной боевки с унылым закликиванием противника и скучными автобоями. Вместо этого вас ждет настоящая атмосфера RPG, похожая на те проекты, что мы привыкли видеть на ПК и консолях. Игра может похвастаться огромным открытым миром, интересным фантазийным сюжетом и возможностью принимать сложные моральные решения, отыгрывая положительного или отрицательного героя. Soul Knight. Это драйвовый экшен сочетает стилистику консольных ретро-РПГ, вроде первых частей франшизы Final Fantasy с геймплеем типичного Bullet Hell. Пытаясь восстановить мировое равновесие, вам предстоит очистить от сил зла множество подземелий, избегая магических зарядов, которые запускают ваши противники. Благодаря большому разнообразию персонажей и снаряжения, а также процедурной генерации уровней, каждое новое прохождение игры будет действительно уникальным. В этом реалистичном тактическом шутере вам предстоит возглавить отряд профессионалов, участвующих в контртеррористических операциях по всему миру. Ваши подчиненные будут обладать уникальными навыками, что позволит вам справиться со сложными системами охраны и устранять противников с большого расстояния точным снайперским огнем. Успешное прохождение миссии откроет вам доступ к более совершенным моделям оружия и снаряжения, которые вы сможете использовать не только в сюжетной кампании, но и в других игровых режимах вроде зомби-мода или снайперского соревнования. Идем далее по топу лучших игр на Android без интернета. Rayman. Приключения. Это мобильное переиздание легендарного платформера ничем не уступает оригиналу, ни по качеству геймплея, ни по количеству контента, ни по графике. Игра может похвастаться огромным разнообразием доступных персонажей, которых более 55, большим количеством уровней, их здесь около 200, самым разным дизайном, от средневековых замков до лавовых полей, и обширным бестиарием. Награду за успешное прохождение уровней вы будете получать Incredible. Уникальные живые существа с полезными опилками, которые могут помочь вам с поиском секретов, прохождением ловушек и сражениями. Еще одно достоинство игры – она совершенно бесплатна и отлично работает без интернета. Kingdom Rush. В этой классической Tower Defense вам предстоит отправиться в фэнтезийную вселенную и помочь силам добра отвоевать завоеванные злыми орками, демонами и некромантами территории. Кроме набора из различных башен, в вашем распоряжении будут и храбрые орки, каждый из которых имеет уникальные способности. Чтобы правильно справиться с превосходящими силами противника, вам нужно будет правильно расставлять оборонительные башни и научиться использовать их активные и пассивные способности. Братюня, мы еще не заканчиваем, но я сделаю эту паузу, чтобы ты поставил лайк, написал комментарий, нравится ли тебе этот топ. Ну а далее по топу лучших игр без интернета у нас расположился Alien Blackout. В этом атмосферном хорроре для мобильных платформ вам предстоит помочь экипажу космической станции пережить вторжение смертоносного ксеноморфа. Доступные ресурсы сильно ограничены, поэтому нужно правильно планировать включение систем безопасности и управлять действиями каждого из своих подчиненных. В прямом столкновении у вас нет никаких шансов против чужого, поэтому залогом успеха станет умение отследить его перемещение и как можно дольше избегать встречи с ним. Momentum Valley 1 и 2 часть. Эта диалогия приключенческих головоломок с милой полигональной графикой предлагает геймерам отправиться в увлекательное путешествие по миру, законы природы в котором могут сильно отличаться от привычных нам. Пространство здесь принимает причудливые формы, и чтобы двигаться дальше, игроку придется активно использовать воображение и научиться отличать иллюзию от истины. Сюжет первой части повествует о приключениях принцессы, тогда как в сиквеле нам предстоит управлять уже двумя персонажами сразу, матерью и дочерью, а это заметно дополняет геймплей.
Далее по топу лучших игр без интернета расположился Hitman Go. Это дебютная работа Square Enix на мобильном рынке офлайн игр. Она может похвастаться не только использованием легендарного образа Агента 47, но и продуманным дизайном локаций и увлекательным геймплеем. Вам, братюни, предстоит выполнять задания вроде убийства целей или проникновения в охранное пространство. Для этого придется тщательно продумывать передвижение и действия агента в пошаговом режиме и избегать встреч с противниками. Уникальная фишка проекта – это графика, стилизованная под диорамы с пластиковыми миниатюрами. Lara Croft Go. В этой мобильной адаптации легендарной франшизы вам предстоит исследовать таинственные гробницы, решать хитроумные головоломки и помогать отважной Ларе Крофт избегать смертельных опасностей. Награду за успешное прохождение уровней вы получите не только ценные артефакты, но и уникальные костюмы для вашей героини. Неспешный пошаговый геймплей и офлайн режим позволит вам полностью сконцентрироваться на решении загадок и играть только тогда, когда вам будет удобно. Deus Ex. Эту игру создала та же компания Square Enix, что и два других подобных проекта из топа офлайн игр на Android. Поэтому нас ждет примерно тот же базовый геймплей, что и в мобильных версиях приключений Агента 47 и Лары Крофт. Насыщенность уровней противниками стала еще выше, и кроме охранников и ловушек нам будут противостоять еще и компьютерные системы безопасности. А добавленный в игру таймер, ограничивающий время, отведенный на решение задач, делает геймплей гораздо более динамичным. Браузер Google Chrome имеет фишку. Если у вас отсутствует интернет, то на странице появляется динозаврик, и после нажатия на пробел он оживет, а страница превратится в забавную мини-игру для коротания времени. Если вы вдруг об этом не знали, попробуйте. Но вот эту забавную пасхалку заимствует простенькая аркада Dino T-Rex, для запуска которой, очевидно, не нужен интернет. Ничего сложного, просто несетесь вперед, преодолевайте препятствия и старайтесь набрать максимальное количество очков, пробивая раз за разом свои рекорды. Геймплей был немного модифицирован с использованием современных интернет-мемов, но суть осталась та же. Это маленькое чудо займет на вашем Android всего 3 мегабайта памяти. Dead Cells – один из лучших платформеров в Google Play, но версия для Android просто фантастическая. Здесь вы можете выбрать 30 кадров в секунду, 60 кадров в секунду или неограниченное количество кадров в секунду. Также есть опция графики HD для всех, у кого есть мощное устройство. Хотя эта игра требует точного управления, в нее можно играть как с сенсорного экрана, так и с физического контроллера. Dead Cells – лучшая из лучших игр, когда мы начинаем говорить о платформерах. Поэтому, если вы еще не играли в нее, лучше сделайте это прямо сейчас. Особенно если являетесь фанатом жанра. Да и играть в нее можно где угодно, хоть дома, хоть по дороге на работу, хоть в походе в сотнях километров от сотовой вышки. Stardew Valley – симулятор сельского хозяйства. Жанр не самый популярный, но тем ценнее он будет для тех, кто увлекается чем-то подобным. Проблема в том, что вы легко можете провести в этой игре сотни часов. Конечно, все начинается достаточно просто, с посадки нескольких культур и, возможно, выращивания одного или двух цыплят. Это хорошо, если вы предпочитаете играть в обычном темпе. Однако, если вы действительно ищете игру с некоторой глубиной, не говоря уже о бесконечной кампании, то Stardew Valley – лучший выбор в сегодняшнем обзоре. Тем более, что игра поддерживает геймпады. В итоге, вы не просто получаете забавную игру, в которую можно играть с сенсорным управлением на телефоне, но также в нее можно играть на планшетах или Chromebook, при этом совершенно локально. Grid Autosport – это гоночная игра консольного качества, которая появилась на Android в 2019 году. Полная версия игры платная, но она действительно является лучшей, так что за нее не жалко и заплатить. Тем более, вас не будут доводить до кипения рекламой и внутриигровыми покупками. Игра имеет множество гоночных дисциплин, от грунтовых трасс до городских улиц. И, конечно же, в ней есть множество разных автомобилей. Львиная доля гоночных игр на Android бесплатные, а значит, в них много монетизаций, которая просто не дает пройти дальше определенного этапа, не заплатив. А еще им нужно постоянное подключение к сети. Тут все куда более просто и приятно. Автономный режим, поддержка контроллера и отличная графика – все это Grid Autosport.
Еще одна игра, не требующая интернета на телефон, Grim Valor. Это потрясающий платформер с отличной графикой. Игра поддерживает физические контроллеры, и вы даже можете протестировать игровой процесс, прежде чем заплатить за полную версию. Отзывы остались положительными после первоначального выпуска игры в App Store в 2018 году. И будьте уверены, порт на Android выглядит и играется все так же хорошо, как и на iOS. Подключить контроллер просто, а после установки не требуется подключение к интернету. Grim Valor одинаково хорошо работает как на планшетах, так и на телефонах. По сути, это идеальный портативный таймкиллер. Battle Chases Night War. Отличная пошаговая ролевая игра, которая похожа на классические японские RPG Square Enix 90-х годов. Здесь вы, братюни, получите отличную графику, которая соответствует текущему поколению ролевых игр, доступных на консолях и ПК. Игра выглядит превосходно, сенсорное управление очень удобное, и у вас будут часы пошагового игрового процесса. Так что если вы ищете ролевую игру консольного качества для мобильных устройств, предлагающую как минимум 30-часовую кампанию и возможность играть полностью в автономном режиме, Battle Chases Night War одна из лучших RPG, доступных в настоящее время на Android. Но имейте в виду, что она требовательная и не на всех смартфонах раскроет свой истинный потенциал. Подписывайся на канал Петров про бизнес, если хочешь узнать, как люди с нуля поднимают многомиллионные бизнесы. Ссылочки будут в описании под видео. Ну и наконец-то закрывает нашу подборку топа лучших игр на Android без интернета Thumper Pocket Edition. Thumper — это стильная ритм-игра, которая появилась на Android в 2019 году. По сути, это психоделический раннер. Простые касания и смахивания по экрану — вот ваши элементы управления, и вам придется делать все в такт музыки, если вы хотите добиться успеха. При этом, если вам так удобнее, игра и поддерживает контроллеры. Всего есть 9 уровней, на прохождение которых уйдет около 7,5 часов. Как раз хватит на долгий перелет куда-нибудь или на поездку в поезде Москва-Воронеж или Москва-Санкт-Петербург. Ну а на этом топ лучших игр на телефон, которые можно играть без интернета, подошел к концу. Я надеюсь, братюни, вы нашли в данном топе игрушку под себя. Но если каким-то образом нет, то пишите в комментариях, я, может быть, сниму продолжение данной подборки. Прожимайте лукасы, подписывайтесь на канал Дитрих ТВ, если вы вдруг этого еще не сделали. Смотрите другие выпуски на канале, не болейте и ловите хорошее настроение. Ну а с вами был Дитрих ТВ, всех обнял, всем удачки, пока-пока.